Всем привет, с вами Рани, и добро пожаловать на вашу любимую битву модов. Напоминаю, что чем больше ваша активность, тем быстрее выйдет новая часть, поэтому поддерживайте видео лайком и подписывайтесь на канал, чтобы ее не пропустить. Вы уже давно просили Тора, поэтому сегодня сравним именно его. Сегодняшние моды: Fisk Super Heroes, Project Superhuman и его новая версия Marvelous, Heroes Expansion, Legends Mod и Typical Heroes. И категории, по которым мы будем их сравнивать: вариативность костюмов, качество моделей, способности, геймплей и общее впечатление. Напоминаю, что в этой рубрике я показываю только свое личное мнение, а ваше вы можете написать в комментариях. В Фиске нет костюмов Тора, но я решил добавить его в видео и показать костюмы из аддонов. Если что, я использую аддон Secret Heroes, и в нем есть 3 костюма Тора. Но так как в самом моде Тора нет, за количество костюмов Фиск ничего не получает. Как вы могли слышать, мод Project Superhuman обновился и теперь называется Marvelous. Я делал обзор на основных персонажей, можете глянуть по подсказке. Так вот, в сравнении я решил соединить эти моды в один, потому что они очень похожи, но все-таки есть некоторые различия. В каждом из модов по одному костюму Тора из комиксов, поэтому он получает 4 из 5. В Heroes Expansion есть 2 костюма Тора, обычные и из Войны Бесконечности. А в старой версии было еще несколько, например, Тор Гладиатор и Тор из Первых Мстителей. Но в любом случае мод получает 5 из 5. Теперь Legends. В нем очень много костюмов Тора, особенно после обновления 7.0, а в версии 8.0 добавили еще несколько. Мне даже лень всех их считать, поэтому он получает 5 из 5. В моде Typical Heroes есть еще и Локи, поэтому на него тоже можно посмотреть, он ведь относится к Тору. В моде у Тора один костюм, у Локи тоже. Вообще, мне немного сложно оценивать эту категорию, потому что некоторые моды просто не нуждаются в вариациях костюмов. Но все-таки, если будет меньше 2 костюмов, буду ставить 4 из 5, как и поставлю Typical Heroes. В этом аддоне хорошие красивые скины, они сделаны в стиле самого мода, в стиле Фиска. У них есть версии со шлемами и без, а еще тут есть версия толстого Тора. За такое точно 4 из 5. В принципе, в Проджекте нормальные модели, а так за Тора 4 из 5. Обычные скины, все мы их хорошо знаем, ну и поставлю 4 из 5. В Legends офигенные модели, думаю, никто не будет с этим спорить, я поставлю моду 5 из 5. Ну слушайте, тут тоже классные модели, хорошо проработанные, поэтому пускай будет 5 из 5. Начинаем с Тора из Первых Мстителей. Пока что мы ничего не умеем, но стоит там только нажать на N, и у нас появляется наш Мьёльнир. Теперь мы можем летать и зависать в воздухе на J. Ну и конечно, куда же без молний. Нажимаем на H, и так мы заряжаемся. Теперь мы можем пулять молнии на ПКМ, и это все, что он умеет. У Тора из Войны Бесконечности похожие способности, но вместо Мьёльнира у него Штормбрейкер, который, кстати, очень красиво сделан. А еще этот Тор может становиться электризованным даже без оружия. Ну и последний костюм у нас из фильма Тор 3, это Тор Гладиатор. Во-первых, он может далеко прыгать, такую способность обычно добавляют Халку, ну тут она тоже подходит. Нажимаем на кнопку N один раз, и у нас появляется щит, который может нас защищать. А теперь нажимаем на N второй раз, и у нас в руках уже такая вот топовая дубинка для убийства глэков. Ну и на кнопку H он может стать богом грома. Вот как-то так, вроде все круто, думаю, можно поставить 5 из 5. Ой, я, кажется, потерял свою платную версию мода Project Superhuman. Ну тогда начнем с Marvelous. Первая способность работает как на F, так и на правую кнопку мыши. Это просто бросок молота вперед. На R он делает удар по земле, который бьет сразу несколько целей вокруг. На G он начинает крутить молот, чем наносит очень сильный урон врагам, которые находятся рядом. А если во время этого еще и нажать на правую кнопку мыши, то молот будет крутиться вокруг вас. Это я узнал прям только что, когда тестил мод. На V он пускает такую вот жесткую волну из молний, ну, нормально. И его спецатака на B это вот такой вот луч энергии из молота. И он очень сильный. В старой публичной версии мода был чуть другой молот и чуть другая система способностей. Сначала нам нужно покрутить молот с помощью ПКМ, чтобы зарядиться, а потом уже мы можем использовать молнию и все другие способности. А еще тут можно плеваться молнией. Получается, вот так вот нормально. Поставлю тоже 5 из 5. В Heroes Expansion у Тора есть 3 оружия: Мьёльнир, Штормбрейкер и Ультимейт Мьёльнир из комиксов. Его первая способность такая вот линия из молний, и она может поражать несколько целей. Также мы можем просто ударить молнией, а еще можем включить God мод, который делает нас очень сильным и красивым. Ах да, еще мы можем летать и во время полета сбивать мобов. Тут точно 5 из 5. Ну и теперь Legends. Нажимаем X, и молот начинает лететь к нам. Если на время зажать правую кнопку мыши и отпустить, то молот полетит вперед, и еще мы можем управлять им с помощью взгляда. А если перед этим нажать пробел, то мы сможем летать. Итак, на R Тор может пустить молнию, это работает даже без Мьёльнира. На F мы начинаем крутить молот и наносим урон ближайшим целям. На C мы подлетаем и делаем жесткий удар молнией. Выглядит это очень эффектно. На V у него стандартный удар молнией. На G мы делаем удар по земле с небольшим эффектом молнии. На H мы заряжаемся молнией, и теперь любые мобы, которые находятся рядом, будут получать урон. И его спецатака это удар бога. Она выглядит вот так вот, и это просто разные смешанные удары молнией. Я, кажется, потерял смысл слова молнии. Напишите в комментариях, сколько раз я его сказал за эту минуту. У всех костюмов до Рагнарёка, включая один с черепом
типом Суртура способности абсолютно такие же. В версии 8.0 добавили космического Тора из игры Fortnite, и у него есть одна уникальная способность. Это аура молнии. С помощью нее мы становимся сильнее, а еще за нами остается след из молнии, прямо как у спидстеров. У Тора Гладиатора нет молота, потому что его ему сломала Хелла, и из оружия у него только вот такие вот гладиаторские мечи. На F он может сделать вот такой вот прикольный вихрь из себя, и также у него есть электрокулак и еще звуковой удар. И его спецатака — это немного усиленная версия заряда молнией. Следующая версия Тора может делать высокий прыжок, а так все способности старые. Теперь Тор из Войны Бесконечности. Во-первых, у него есть новое оружие, и это Штормбрейкер. Основные способности у него такие же, только уже с топором, ну и есть одна новая. Он может открывать биврёст и с помощью него перемещаться на достаточно большие расстояния, прямо как он делал это в Войне Бесконечности. Ну и последний Тор из последнего фильма с ним, а именно из финала. Во-первых, он может использовать сразу два оружия, и Мьёльнир, и Штормбрейкер одновременно, прямо как он это делал в фильме. Из новых способностей у него есть вот такой вот удар молнии, с помощью которого он может зарядить костюмы Железного Человека. Это круто, что костюмы взаимодействуют между собой, и надеюсь, такие фишки еще будут добавлять. Но спецатака у него, к сожалению, обычная. А еще он может делать слайд, это тоже прикольная способность. Ну что ж, моду Legends я поставлю 4 из 5. Да ладно, я шучу, конечно, 5 из 5. Я предлагаю начать с Локи, потому что это не Тор. На кнопку F мы можем стать невидимым, тут ничего необычного. Теперь нажимаем на R и видим вот такую вот метку. Давайте направим ее подальше и нажимаем на R еще раз. И как видите, мы телепортировались прямо в эту точку, где поставили метку. На C мы можем выдать себе скипетр Локи, с помощью которого можем выпускать такие вот синие снаряды, и больше он ничего не делает. Ну и теперь Тор. На кнопку B можно включить полет, он тут без анимаций. Мы просто быстро летим. Чтобы вызвать Мьёльнир, нужно нажать на F, и вот такая вот у него тут модель. Теперь на Shift PKM мы можем его кинуть, а на R пускать из него молнию. Ну как-то по сравнению с другими модами он выглядит очень сыро, поэтому поставлю Typical Heroes 4 из 5. Много чего про геймплей тут сказать не получится, как бы с Тором можно интересно играть, летать, это все, конечно, прикольно. И поставлю я 4 из 5, потому что ничего необычного тут я не увидел. Сам мод Marvelous совсем небольшой, но за его анимации и эффекты я поставлю 4 из 5. Геймплей Тора в Heroes Expansion можно назвать легендарным. Чтобы стать Тором, тут нужно найти метеорит с молотом, который рандомно падает в мире, но перед этим нужно набрать 200 кармы, убивая враждебных мобов, чтобы стать достойным его поднять. Мне кажется, это очень гениально, и поэтому Heroes Expansion точно получает 5 из 5. Такс, мод Legends, значит. Я думаю, после Heroes Expansion он нас геймплеем уже не удивит. В этом моде у Тора нет уникального способа получить способности, ну и тут нету Тор Legacy, хотя было бы прикольно, наверное. Ну и пока Legends получает 4 из 5, тут без шуток. Так как эти персонажи были добавлены в последнем обновлении, а после него обновление уже не выходило, то, понятное дело, тут с геймплеем все скудно, и поэтому мод получает 3 из 5. И кажется, это единственное 3 из 5 за сегодняшнее видео. Получается, что Heroes Expansion и Legends у нас снова на равных. Ну тогда предлагаю выбрать вам. Пишите в комментариях, в каком моде, по вашему мнению, Тор лучше. А еще пишите, кого сравнить с следующим. Если видео зайдет, то следующая часть выйдет не через полгода. А чтобы оно зашло, ставьте лайки, пишите комментарии и смотрите прошлые части сравнений или мой обзор на секретную версию мода Pimtech.